Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и сегодня я расскажу вам о смартфоне Xiaomi Redmi Note 11 Pro без версии Plus. Вот эта версия Plus, на нее обзор уже был. И вы мне можете сразу сказать, что отличие там только в зарядке. Спойлер, к сожалению, не только. Это раз. Два, это дело даже по какой-то неясной мне причине выбивает больше баллов в Antutu. Специально я снимаю после того, как официально в Петербурге уже прошел закат. Искусственное освещение, помимо этого еще идет снег. И надеюсь, микрофоны еще будут цеплять вот ту стройку. Там оттуда тоже шум летит. Но рассказ не про это. Рассказ про то, что Xiaomi-то сделали неплохие девайсы. Да, чуть больше 400 тысяч баллов в Antutu. Да, эти попугаи ничего не значат, но то, как это дело снимает, даже в ужасных условиях, если я 11T Pro Plus гонял еще в более-менее нормальных условиях, это дело я гонял в совсем неприятных для него. Практически все время шел снег, плюс перемены освещения, все это будет обязательно в обзоре. Неясную лично мне разницу в результатах синтетических тестов вы тоже увидите. И по большому счету, что я могу сказать про данный смарт? Он хорош. Почему он намного дешевле, чем Pro Plus, лично я пока не понимаю. Может быть, в течение ролика мы с вами как раз и решим. Не забываем подписываться с колоколом, не забываем писать, что еще интересно для обзора. Скоро будет много бюджетников, и самсунгами я закупился тоже. Сломался в конце распродажи, в итоге купил OnePlus RT фуловой китайской версии. Не советую китайскую версию, еще раз повторяю. Но если кому-то припрет, как и мне, покупайте, потому что я устал ждать глобалку. И вот он день пришел. В чем же радость? В том, что Redmi Note 11 Pro Plus уже был у меня на обзоре. Сейчас на обзоре будет его упрощенная версия. Насколько она упрощенная, я не знаю, но этот смарт дешевле. И мы с вами насладимся распаковочкой совместно, быстренькой. Пришел Note 11 без значка Pro. Насчет того, насколько он такой же, как и все другие аппараты от Xiaomi, которые начали клепать сейчас усиленно под Новый год, мы сможем оценить только после вскрытия. Но сейчас мы видим, что 67 Вт зарядка, 5G, который не нужен в Российской Федерации, красивый значок Redmi, обновленный, и по спекам здесь 6128. Dolby Atmos и Sound by JBL здесь остался. Смотрим, что внутри. Очень хорошо, что в отличие от Realme Q3S, который мне вскрыл продавец, этот телефончик никто не трогал. Это как минимум приятно. Белая коробочка, не скажу, что супер качественный картон, но это все мелочи, мы же его не продавать, потом и не сдавать собираемся, правильно? Стандартно скрепка, стандартно бесполезная инструкция и стандартный чехол. Сейчас я барабанная дробь проверю все-таки. Нет, не дешманский. Внутри рифленый, снаружи гладенький. Здесь получается из разряда бирюзового, это ближе к темному бирюзовому, наверное, или зеленый приобрел. Зарядка на 67 Вт, чем отличается от версии Pro Plus, которую вы можете увидеть на канале по ссылке в правом верхнем углу, тем, что там зарядник был на 120 Вт. И да, телефон не заряжался за 15 минут, но за 19-20 он заряжался с нуля до соточки. Смотрим, мини-джек ура, инфракрасный порт ура, кнопочки не гуляют, камера сильно выпирает, размеры мы сейчас посмотрим. Разумеется, здесь стерео, это сходу. И как минимум здесь можно запихать две симки. Я очень надеюсь, что здесь, учитывая, что бюджетный вариант, здесь либо симка и карта памяти, либо две симки. Все-таки гибридный слот это лучше, чем ничего, согласитесь. По поводу олеофобки у защитного стекла все в огне. У защитной пленки здесь не стекло. К слову, если кому-то интересно будет прожарка двух смартфонов от Xiaomi, это 11 Pro и 11 Pro Plus, можете написать в комментариях, может быть, сделаем. Здесь из интересного мы еще должны обязательно проверить вес и размеры. И после этого благополучным образом смартфон будет тестироваться. Тестироваться по-лютому, допустим, почему прожарки интересно. Если вы используете смарт, и у вас все хорошо, и вам кажется, что этого будет достаточно вам включить в 4К 60 FPS съемку, вы, скорее всего, разумеется, будете снимать на основную камеру именно с этим разрешением. И магия в жизни, к сожалению, в том, что вполне возможно, этот смарт будет перегреваться уже после 8 минут. Сколько у вас детский праздник идет? 8 минут? Нет. Какой-нибудь сабантуй 8 минут? Нет. Посиделки в парилке, которые убьют смартфон, 8 минут? Нет. Благополучным образом настраивается девайс. Особенность, разумеется, в китайской версии, а не китайских версий здесь нет, в том, что
Русского языка здесь нет в прошивке, и она появится только когда появится глобалка, только когда это дело я, допустим, разблочу и обновлю прошивку на глобальную версию, тогда будет русский язык. И я не скажу, что я, во-первых, это планирую делать, во-вторых, я не особо призываю к тому, чтобы люди это делали. Настраиваю как новый смартфон. 99%, что он сейчас сделает предложение, от которого нельзя отказаться по обновлению. И понеслась. Лопаты имеют два хороших свойства. Свойство хорошее номер один. Это у них нормальное теплоотведение. То есть здесь можно запихать как трубки теплоотводящие. Корпус сам по себе чем больше, тем легче отвести тепло. Это раз. Два. Можно использовать как метательный снаряд. А если не попытаться пошутить, то, в принципе, на больших телефонах намного приятнее смотреть фильмы, правда? А маленькие телефоны намного сложнее создавать. Почему? Потому что туда в маленький корпус нужно много всего запихать. Последнее, что я с вами проверю, и я думаю, это адекватно, сразу сходу, вес. Помним, что 205 граммов весит 13 Pro, который я все время вспоминаю, и мы победили все-таки 13 Pro, к сожалению. С чехлом все это дело, которое вы точно будете носить с чехлом, будет весить 232 грамма. Лопата. Насколько эта лопата вы сейчас видите, радоваться этому или расстраиваться, дело исключительно ваше. Этот дизайн мне нравится цвет Xiaomi-тов, мне абсолютно не важно, какая здесь крышка, но это все лирика. Смотрим обзор, обязательно смотрим примеры съемки ночью, которых будет много, днем, и пишем, что вам интересно по прожарке или нет. У меня все три аппарата Redmi 11 Pro, Redmi 11 и Redmi 11 Pro Plus будут на руках, это второй, получается, девайс. Может быть, я все три для вас прожарю, если это будет интересно. Если нет, то пишите в топку прожарки. Спасибо, что смотрите, продолжаем. Розыгрышей море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 6 серии разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Подписывайтесь с колоколом, а сегодня я расскажу вам о смартфоне Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Полетели! По цветам корпуса в продаже имеется абсолютно аналогичной расцветки Redmi Note 11 Pro Plus. А именно голубой, зеленый, черный и пурпурный. По дизайну и размерам устройства не отличаются. Блок камер выступает точно так же, как и у версии Pro Plus. В моем случае смартфон зеленого цвета смотрится супер, в руке лежит удобно. Смарт хорошо собран, материалы приятные и качественные. Тыльная часть устройства закрыта матовым стеклом, рамка из матового пластика и в отличие от тыльной части не скользящая, что позволяет без проблем удерживать телефон в руках без чехла. У кнопки блокировки есть люфт, а у качельки регулировки громкости он полностью отсутствует. На FOPDA указана информация о наличии у версии Pro защиты от брызг IP53, но более я нигде эту информацию не встречал, и тестировать, конечно, я это дело не стану, поэтому насколько это правда остается небольшой загадкой. И, к слову, у версии Pro, в принципе, такой информации я нигде не встретил, но думаю, что если бы что-то подобное и было на борту официально, то производитель анонсировал бы это в полной мере, и такое трудно бы было пропустить, они бы в рекламе об этом кричали. Летим дальше. С лицевой части девайс оснащен дисплеем на 6,67 дюйма. Плоский Super AMOLED DOT дисплей с разрешением 1080 на 2400 пикселей. Защищен экран стеклом Corning Gorilla Glass, плюс на борту хорошее олеофобное покрытие. Плотность пикселей составляет 440 dpi или 395 ppi по данным Antutu. Пиковая яркость 1200 нит. На солнце все отлично видно. Напоминаю, что пиковую яркость вы можете достигнуть только при включении авторежима. В ручном 1200 нит вы не получите никак. По какой-то причине, держа два устройства рядом, Pro Plus и Pro, при одинаковых настройках экрана у версии Pro он более блеклый и слегка по мне желтит. Может быть, это дело конкретно в моих моделях, но вот так, хотя в идеале экраны там одинаковые. Частота обновления экрана 11 Pro 120 Гц, Touch 360 Гц. DC-димминга нет ни у версии Pro, ни у Pro Plus, но он, скорее всего, здесь шип. Шим на 100% яркости равен 4%, на 58%, на минимальной 26-30, на нуле 15%. Автояркость работает хорошо, быстро адаптируется под освещение. Под разными углами тон картинки отдает холодным оттенкам. Always On Display имеется, мультитач есть и берет все 10 пальцев. Сканер отпечатка пальца, внедренный в кнопку блокировки и распознавание лица, срабатывают стабильно, шустро и без нареканий. В верхней части экрана по центру расположена фронтальная камера, и в конце ролика, как всегда, будут примеры видеосъемки. Рамки вокруг экрана минимальные, подбородок выделяется, но небольших размеров. Летим дальше. Процессор MediaTek Dimensity 920 с техпроцессом 6 нанометров и 8 ядрами. Максимальная тактовая частота которого 2,5 ГГц, графический процессор Mali G68 MC4. Интерфейс с китайской версии
версии MIUI 12.5, поддерживающей английский, китайский и любые другие языки, только не русский. Оперативной памяти доступно на выбор 6,8 ГБ, внутренняя память UFS 2.2 и на выбор 128 или 256 ГБ. И расширить ее SD-картой можно, но слот здесь гибридный, как я уже сказал, поэтому придется выбирать либо вставить две симки физические, либо одну симку и расширить память. Также есть поддержка Wi-Fi 6 серии и 5G сетей, которые нам не нужны. А вот по поводу прошивки, китайская она или нет, я думаю, что все, кто имели Xiaomi и хоть раз их перепрошивали на глобалку, понимают, что здесь проблем не будет вообще никаких. Опять же, если глобалка будет, и если Xiaomi там в голову не взбредет какая-нибудь вещь из разряда «китайские смарты никогда не станут глобальными». Сеть мобильную ловит хорошо, несмотря на то, что бенды 7 и 20 отсутствуют. Вибромоторчик у данного устройства с хорошей отдачей, но настраивается только уровень тактильной отдачи. Bluetooth версии 5.2 NFC поддерживает и Google Pay встает. Из навигации имеется GPS, AdGPS, Galileo, GLONASS, Beidou, QZSS и NAV-LC. GPS-тест на холодную показывает точность 1-2 метра в городских условиях. И это примерно в 30 метрах от высоток. Емкость аккумулятора здесь больше, чем в версии Pro Plus, 5160 мАч. В PC-марке выдал Smart 7 часов 56 минут и осталось, как всегда, еще 20%. При этом тесты я проводил при 120 Гц и максимальной яркости. Заряжается он с 0 до 70% от адаптера питания на 120 Вт за 46 минут. С 0 до сотки ровно за 1 час. Беспроводной зарядки нет. Кстати, в отличие от версии Pro Plus, в Pro нет функции ускоренной зарядки. Во всяком случае, я ее не нашел, и, в принципе, может быть, она и появится в перспективе. Но для 67 Вт, мне кажется, вряд ли они будут ее заводить. Pro Plus заряжается от 0 до сотки от родного адаптера питания на 120 Вт с включенной функцией ускоренной зарядки в 3 раза быстрее. Это одно из основных отличий между этими девайсами. До 20 минут, хотя обещают 15. За час игры в Genshin Impact у Redmi Note 11 Pro улетает 18% на высоких настройках при максимальной яркости и 120 Гц. И в данном случае 11 Pro выигрывает 5% у 11 Pro Plus за час игры в тяжелых играх, что довольно странно. Фризы у 11 Pro изредка проскальзывают, яркость не понижает и через чехол нагрев не ощущается. Тротлинг-тест проходит с хорошими результатами, 171 гипс минимально, максимально 211 гипсов и в среднем 196 гипсов на 100 головках при 30 минутах. В бенчмарке показал в сингл-коре 234, в мультикоре 963, в 3D-марке показал примерно плюс-минус такие же результаты, как и Pro Plus. Хотя в идеале, опять же, они должны быть максимально идентичны. А именно Wildlife 1969, Wildlife Extreme 588, Wildlife Stress Test 1944, Wildlife Extreme Stress Test 580, Slingshot Extreme 3869 и Slingshot 5225. Данные Antutu между двумя устройствами практически одинаковые. 11 Pro показал первый раз у меня 428 тысяч, второй раз 412 тысяч. Pro Plus показывал обычно чуть-чуть меньше, не знаю почему. На холодную стресс-тест прошел не идеально, но и неплохо, среднее. А если быть точнее, то точно так же, как и версия Pro Plus. Основной блок камер ничем не отличается от версии Pro Plus и состоит из 3 модулей. Основная камера на 108 мегапикселей, ширик на 8 мегапикселей с углом обзора в 120 градусов и последнее телефото на 2 мегапикселя. Запись видео доступна в максимальном разрешении 4К 30 FPS для основной камеры. Фронталка на 16 мегапикселей с максимальным разрешением для съемки видео 1080p 60 FPS. Короткие примеры съемки вы сейчас увидите. 1080p 60 FPS, и, как говорится, добавим колорита. То есть, когда я тестировал великий и ужасный Redmi 11 Pro Plus, я не устраивал ему вот такие прогулки из разряда изменения освещения, прогулки по лестнице запасной, для того, чтобы он ловил зайчиков подло, чтобы вы видели, как отрабатывает стабилизация всего одной руки на фронтальной камере. И плюс еще он сейчас оценит, да, насколько хорошо будет способен победить снег. Победить снег у фронталки вроде бы получается, несмотря ни на что и вопреки всему. Почему-то светло. Скорее всего, потому что правильно снег отражает искусственный свет, который излучают лампы. 3 часа ночи, Мурино, все стандартно, да, все тестируем, я еще живой. И был, разумеется, уже обзор на канале на девайс Redmi 11 Pro Plus. Это Redmi 11 Pro, идем на понижение, потом будет Redmi 11. Ценник очень разнится, и сказать, что причина только батарея и проводная зарядка на 120 Вт у плюски, я не уверен.
То есть, допустим, если брать те же камеры на довольно одинаковых Realme, с одинаковыми сенсорами, с одинаковыми процессорами, мы очень часто имеем просто колоссальные разницы картинку. И сейчас, ну, логично, что аппарату везет, прям конкретным образом везет с освещением, потому что здесь что ночь, что день. Это раз, два, довольно тихо. Надеюсь, что мой бас никого здесь не разбудил. Да, я думаю, нет, на то окна и есть, правильно? Нечего их открывать по ночам зимой. И попробуем с двух рук поснимать роллинг шаттер. О нет, я проверю его, но его нет. На экране очень часто на телефоне он не виден. Когда ты уже смотришь на большом экране, допустим, на экране монитора, либо телевизора, то он появляется почему-то. У Xiaomi бывает такая беда, здесь я этой беды не вижу. В целом, я думаю, вы уже насмотрелись, например, съемки с моим лицом у фронталки. Мне она нравится, поэтому мы перейдем к основной камере. 4К 30 FPS это максимум, что он может. Съемка с двух рук, все еще Мурина, все еще печальные и ужасные 3 часа ночи. В целом, и в частности, если встать, камера снимает шик, блеск, красота. Давайте стандартный наш поход к автофокусу. Раз, два, волшебно быстро. 3, учитывая, что еще и снег. То есть, ну, цвет, прям цвет. Xiaomi молодцы. Хотя, опять же, у Realme GT Neo 2T, обзор на который вы можете посмотреть по ссылке тоже в правом верхнем углу, если я не забуду ее вставить, но на него был обзор. Камера снимала, я бы не сказал, что хуже, если не лучше, хотя условия были похуже. Но стаба тут тоже не особо много, этого цифрового, не романтичного. В целом, как снимает ночью, лучше, чем большинство. И однозначно лучше, чем большинство за эти деньги. Увеличиваем максимум X6 должно быть, да, X6. Вот такое романтичное мыло. Переводим на какую-нибудь диодную вывеску. Видим, что даже видно что-то. Это удивительно, но факт. После этого, разумеется, в ноль. На ширик не перейти, но это не критично. Вот так примерно вы сможете снимать ночью, хотя ночью нужно спать. Добавляю мини-бонус, раньше не вставлял. Это съемка на ширик ночью. Максимум 1080p 30 fps. Она ужасна. И добавить здесь нечего. Те же самые условия. Ощущаете, что все-таки происходит, когда меняется оптика, да? Ширик хорошо, много градусов хорошо, картинка хлам. Не могу я без этой романтичной локации, которую я постоянно вставляю. И особенность ее в первую очередь в том, что здесь есть метро в Ленобласти. Мне кажется, в Петербурге больше нигде нет метро. Вот там она впереди, со знаком Мурина. Мурина — это Ленинградская область, кто не в курсе. Думаю, что кто меня смотрит, уже точно в курсе. Добавить я хотел, что, разумеется, фотокамеры нужно делать в отдельном режиме 108 мегапикселей. Они получаются хорошо, не хуже, чем у Xiaomi до этого. Говорю, Xiaomi подтянули камеру и молодцы, и забили на очень многие вещи. Ну и ладно, это их выбор. Ценник адекватный. Съемка даже в таких ужасных условиях лично меня радует. Я надеюсь, вас местами тоже. Снег, наконец-то снег. В топку слякоть, лучше снег. 1080p 60 fps, немного фронталки, стою на месте, Мурина, день. И, как вы видите, камера даже в 1080p 60 fps по мне снимает просто отлично. Я не знаю, как пишут микрофоны, специально громко не говорю. Обычно кричу ночью особенно, потому что никому не мешаю. Люди проходят мимо, разговариваю обычным голосом. Микрофоны записывают. И если снимать с двух рук, стабилизация будет примерно такой. Логично, что лучше стаб, можно включать суперстабилизацию, но это всегда будет потеря качества, неважно на каких это аппаратах. Realme, Xiaomi, либо подобных начнется потеря информации, поэтому примерно так вы будете себя снимать, любимого или нелюбимого, для хроники или каких-то рабочих моментов. В целом
Роллинг шаттера нет, как я уже проверял. Микрофоны работают неплохо, и вообще Xiaomi все делают дешевле и лучше по камерам. Не считая Realme GT Neo 2T, который тоже отлично справлялся за свои 20 тысяч. Основная камера максимум 4К 30 FPS, 60, мне кажется, и не будет. Хотя, возможно, вполне возможно. Микрофоны слышите, съемку видите. Можете поставить на паузу, допустим, и посмотреть. Напоминаю, да, кстати, что в самом смартфоне возможность паузы присутствует. Бегать буду чуть позже. Тест проверяем стабилизацию при беге у Redmi Note 11 Pro без версии плюс 4К 30 FPS. Стаб не виден никакой, как вы замечаете. Правильно мне советуют выставить 1080p, стабилизация будет лучше. Сейчас я уже иду пешком. Но я считаю, что это чуть-чуть неправильный подход, потому что не для этого мы покупаем телефоны, чтобы потом снимать в 1080p. Но для бега только экшн-камера. Пусть даже какие-нибудь старенькие, бэушные, однозначно не такие смартфоны, как вы уже поняли. Минусы: нет 7 и 20 бенда, нет функции ускоренной зарядки. Опять же, она ускоренная, но не такая ускоренная, чтобы за 20 минут заряжаться. Цена по ссылке в описании к видео будет в районе $300, плюс-минус, все зависит от распродаж, потому что на сейле можно было купить этот смарт за 250. Если промокоды посмотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии, вдруг вы будете смотреть обзор именно во время декабрьского сейла, либо январьского, потому что Али их проводит постоянно. Или выйдет глобалка. Я тогда туда вместо этой ссылки добавлю глобалочку. Потому что на старте продаж, я думаю, глобалка будет, ну, если не дороже, то чуть-чуть дороже, чем этот смарт. Нужно будет тогда брать лучше ее. Резюмирую. Цена хоть и у Pro версии меньше, но фактически вся внутрянка такая же, как у версии Pro Plus. Основные отличия заключаются в емкости аккумулятора, она здесь больше, автономности и времени заряда батареи. И в данном случае решать только вам, платить за возможность быстрой зарядки или не платить. При том, что, еще раз повторяю, по какой-то неведомой мне причине, в принципе, данные у версии Pro были по синтетике на процентов 5-10 всегда больше, чем у версии Pro Plus. Но экран мне понравился меньше, притом значительно заметно, что конкретно в моей модели у версии Pro экран хуже. Чисто по оттенкам и визуально, лично для меня. Желтит он. Если есть возможность взять версию Pro Plus, то стоит брать. Если нет, то вы немного потеряете. И логично, что лучше дождаться глобалочек. В итоге от меня девайсу однозначное да. Завтра будет обзор на интересный всем девайс от Xiaomi Feel CG без приставки Pro. Девайсу да, подписываемся на канал с колоколом, подписываемся на телеграм-канал взаимопомощи, который тоже есть в описании, и телеграм-канал скидок. Добра и удачи вам, дорогие друзья!